Итак, привет. Здесь у коночки надрывается уличный музыкант. Валяются местные небожители. Ладно, начинаем идти. Итак, сейчас по Среднему проспекту идем в сторону Стрелки Васильевского острова и сейчас выйдем сперва на... У нас один вариант, точнее два варианта. Мы или сразу выходим на набережную Макарова, или пойдем как-нибудь дворами. В принципе, да, новая встреча. Друзья, напоминаю, вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Меня зовут Роман. Мы сегодня идем смотреть салют в честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, 25 год. Напоминаю, что у нас эту неделю до следующей субботы проходит конкурс среди подписчиков. Надо быть подписанным на канал, поставить лайк видео и написать под ним комментарий с кодовым словом «прогулка». Условия конкурса в описании. Там ссылка на видео, под которым все это надо сделать. Но если вы еще подпишитесь и поставите лайк под этим видео, не возбраняется, только приветствуется, как говорится. Да, Игорь, скажи, ты от стримов сегодня не устал ли? Наверное, весь день стримы смотришь. Оп, зеленый, бежим. Так, нам надо сейчас чуть-чуть побыстрее идти, чтобы, подойдя к Стрелке, не к самому салюту, а, возможно, найти место покозырней. Как вы заметили, я стараюсь сейчас поменять ракурс на салют, потому что салют у нас всегда происходит с Петропавловской крепости, то ли из, там, в общем, на берегу Невы орудия ставят, из которых пуляют в небо. Сегодня, кстати, ясная погода, и как 27 января была сильная низкая облачность, и мы салюта практически не видели. Но сегодня так, Игорь говорит, так и есть. Ну вот, Игорь. Я в курсе. Аппарат все пишет. Для каждого дело есть. Салют ровно в 9. По Москве. Ну и, соответственно, ровно в 9 по петербургскому времечку. Преимущественно и в основном, мне всегда казалось, что народ идет на Дворцовую набережную, там, поднимаясь на станции метро Адмиралтейская, через Дворцовую площадь, попадает на Дворцовую набережную, и с нее лицезреет все эти бахи-бабахи в небе. Но вот мы сегодня изменим традиции и попробуем посмотреть салют с Васильевского острова, со Стрелочки, от растральных колонн. И растральные колонны, кстати, писали что-нибудь про растральные? Нет? Растральный так, красный свет, стоим. Так, Шима, я не знаю, откуда твое утверждение, что растральные колонны горят. Если они горят, то нет, во время салюта их не потушат. Но я не в курсе, что сегодня растральные еще должны были поджечь. Они, если горят же, это какой-то определенный временной промежуток. Да, они с 9 до 11 с утра горят, и потом вечером
Там, не знаю, как раз вот там с 8 до 10, например, вечера. А что значит их потушат для салюта? Ну, тут одно другому не мешает, а только дополняет. Поэтому, если растральные подожжены, то они ни в коем мере не... Стрим с камеры по Питеру смотрю. Горят. Понятно, это вы, наверное, с... Ой, с Адмиралтейской набережной, да, наверное, там... На Адмиралтействе камера стоит, которая поворачивает с какой-то периодичностью. Добрый вечер, всех мужчин с праздником. Поздравляет Раиса. Друзья, ну тут поспамлю, пока идем, в комментариях и в описании к стриму есть ссылки, как можно поддержать канал и переводом на карту без процентов, без комиссии имеется в виду. И 2 онлайн-сервиса Donat Alerts и Cloud Tips. И, соответственно, сообщения через такие донаты даже будут выводиться на экран. Поэтому, если кому-то есть что сказать, давайте пропустим автолюбителя в самую узкую улочку Петербурга, улица Репина. Кстати, мощеная брусчаткой. Так, как нам все-таки пойти? Как нам все-таки? Давайте пойдемте закоулками. Закоулками выйдем сзади биржи. Наверное, так будет лучше. Салют 21:00, да. 21:00. Здесь мы сейчас стоим на углу Среднего проспекта и Первой кадетских линий. Ничего себе. Это всего... Зеленый свет горел всего 7 секунд. За 7 секунд надо было успевать перебегать дорогу. Это, конечно... интересненько. Да, Елена, всем добрый вечер. Мария, привет. Спасибо за поздравления. Всех мужчин и к армии причастных в особенности. Нас подморозило, хотя обещали плюсовые температуры. И вот сейчас все тротуары вроде бы и присыплены снежком. Белое это не лед, это не соль, это снежок. Ну и лед. Так, ладно, не будем играть с судьбой, плутать в этих закоулках за биржей. Дымок. Пицца Неаполитана. Ресторан. Видимо, печка у пиццерии на дровах, на настоящих, а не электрическая. Илья, я не понимаю, как относиться к вашему тезису. Вам что-то не нравится? Скажите. Звучит как претензия.
Да, с женой веселее, конечно. Еще удивляетесь. Конечно. Веселит меня ходит. Она мне говорит, что на лицо с субтитрами, и это иногда доставляет некое неудобство. Так, нам даже здесь не перебежать нигде. Там вроде впереди вижу светофор. В целом, да, вот уже видно, что растральная колонна горит. И в целом, если даже сейчас вдруг, если бы начался салют, то мы салют бы уже с этой набережной отлично бы видели. Так, вот эту камеру включу, здесь будет качество получше. Нам сейчас широкий угол особо не нужен. Вот, кстати, вот это вот заведение. Здесь прикольные эти настоечки. Там ребята тоже делают настойки. Где у них Боревич? Где-то бар тут. Ну прошли. У них такие бутылочки, бутыли громадные такие, доисторические. Я буквально на прошлой неделе смотрела у них меню. И, непогано. Вот у этих? Недешево, да. Ну да, они, как бы выше среднего, но вот с таким видом на бывшие пеньковые склады, вот это все темное здание, это склады пеньки были. Вот, у нас сейчас вот в этом вот ракурсе на самом деле и будет салют. Дядя Коля, привет. Настроение, как обычно, отлично. Так, ну что? Нет, здесь не будем переходить, кстати. Потому что потом там мы не перейдем через мост. Или... можешь карту открыть? Блин. Открой карту, пожалуйста. Ну вот, посмотри, там через мост есть зебра? Давай. Давай здесь. Мост. Да, вот здесь зебры мы тут не перейдем. Нет смысла, не знаю зачем. Не знаю, зачем люди здесь переходили. Какой-то сакральный смысл, возможно, в этом есть. Так, у нас 15 минут стрима идет. Я начал в половину. Значит, сейчас без 15 9. В принципе, мы в таймингах, все успеваем. Елена, привет. Снег, а где снег-то? Про снег такая легенда. Для вас, наших любимых туристов, петербуржцы, снег, Беглов снег не чистит, но петербуржцы решили снег есть. Но чтобы им было вкуснее, Беглов стал снег солить. Потому что, постный снег не очень вкусно, но вот это все. И снег солят у нас, и петербуржцы его за милую душу едят. Поэтому вы снега-то и не найдете. Все для вас, дорогие туристы, гости города. Имейте в виду. Не понимаю, зачем люди переходят, потому что там они упрутся в мост. И там не совсем будут выгодные ракурсы. Поэтому мы сейчас идем до здания биржи. Идем по самому широкому
пешеходному переходу по самой широкой зебре в Петербурге. Оказываемся на стрелке между астральными колоннами и где-нибудь там попытаемся найти себе пятачок, где я смогу поставить камеру, дабы вам было видно сам. Отключу один микрофон, будет записывать другой звук. Будете слышать все звуки города. Секунду. Военная академия. Получше, хорошо. Снег-то есть. Чего вам не... Вот снег. Наш питерский снег. Слева снег, справа соль. Берете одно на другое, ложите и кушаете. Ну или кладете тут как бы кому как. В общем и целом. Ну или да, или солят, консервируют. Не пойму, где вы идете, Роман. Я иду по набережной Макарова. У нас слева Петроградская сторона, мы на Василеостровской. Впереди у нас Биржевой мост. А иду местами нехоженными. Туристы об этой набережной не знают. Здесь считают, что делать нечего. Но здесь получается самый короткий путь от станции метро Василеостровская до Стрелки. Так, у нас новые дружочки-пирожочки на канале. Подписчики идут. Хорошо. Сейчас прямо с максимальной близоты увидим, как пылают огненным огнем астральные колонны. Дмитрий, не портите легенду. Никакая она не техническая. Самая натуральная морская. С берегов Финского залива. Вы вот опять же, в Финском заливе достаточно пресная вода может показаться, но вы никогда, наверное, не задумывались, почему вода пресная. Потому что ее там опресняют, соль заготавливают на зиму, чтобы потом солить снег. Все логично. У меня альтернативная вселенная. Раньше, в петровские времена, ну так я это назову, петровские времена, астральные колонны реально использовались для фортификации и навигации. Здесь в дельте, господи. О, знакомьтесь, Александр Сергеевич. Здесь институт русской литературы. Вот памятник русскому поэту. Полина, хорошей прогулки, спасибо за донат. Так вот, это астральные колонны реально зажигались в плохую погоду, в туман и использовались для навигации. То есть не только какое-то культурное значение у астральных колонн было, но и максимально утилитарно прикладное.
вот та самая техника, которую мы не видим никогда при уборке снега, но зато очень часто видим в дни массовых мероприятий в городе. Не покоцано, да. Там краска даже не поцарапана на ковшах. Про ростры уже, конечно, говорить не буду. Наверное, и все и так и знают. И про ростры кораблей, и про две фигуры, сидящих у основания каждой растральной колонны, что каждая обозначает одну из, ну, на тот момент, великих рек России. Ну, то есть две у северной растральной колонны и две фигуры у южной растральной колонны. Ну, даже если у меня сейчас не получится к парапету подойти близко и поставить камеру, ну, придется мне 10 минут залпов держать телефон в руках. Да, примерно 10 минут, даже не примерно, а точно 10 минут будет длиться салют. Как там писали, 30 залпов из 12 орудий и каких-то там вспомогательных штук-дрюк. Вот наш самый широкий пешеходный переход в Петербурге. Так, тут у нас люди хотят постоять на дороге и не пустить никого дальше. Спасибо им большое, конечно. Ну да, ты сказал сразу. Так, автор нет, не запаривался, дегустатор — это все вранье. Так, зажги, спонсор Газпром. Добрый вечер, Роман, с праздником, мультик, да, спасибо, и вас также. Так, время 24 минуты, это у нас что, значит, 5 минут остается до начала салюта. Это значит 5 минут, чтобы найти местечко. Целимся на шпиль Петропавловской крепости. Примерно из ее района будут залпы производиться. Ну, я так понимаю, основная масса людей где-то там и будет. Так, ну что, давайте здесь пойдем слева искать островок, куда я смогу поставить камеру в целом, в общем и целом. Думаю, там никто против не будет. До драки дело не дойдет, надеюсь. А может быть, и я на нее буду нарываться. Хочется немножко ракурс получше выбрать, чтобы не под углом это все дело снимать. Может быть, я просто кого-то попрошу подвинуться и разрешение поставить камеру. Наверное, даже здесь. Где-нибудь здесь. Так, хорошее было место, не успел. Так, дети, коляски. Так, здесь уже что-то плотненькое начинается. Здесь, наверное, у меня не получится. Не получится. Так, а здесь... А не против, если где-нибудь у вас вот потом камеру поставлю, чтобы вам сильно не мешать? Наш ребенок не тронет ее случайно. А где? Да, она лучше прибежит. Подойдете. Ну вот. Мы будем охранять. Что я просто не хочу уже дальше идти. Здесь.
А давайте я сразу же, может, прицелюсь пока что. Ну тут ладно, пока не вода хотя бы. Да. Я в прошлый раз стоял там у моста. Вот тут будет и прямо над нами. Прямо здесь? Прямо. Ну, обычно вот пушки стоят здесь на берегу вроде как, и они вот прямо вверх. Вот здесь весь вопрос, откуда ветер и куда. Если ветер вот, хотя вот вижу, наверное, по дыму, он туда влево сдувает. А 27 января был ветер сюда же. И облачность была низкая. И весь салют был под облаками. Понятно. Не, ну сегодня вроде ясно. Ну хотя бы погода, но вот дым самого салюта. Так, друзья, ну будем смотреть, будем... Вообще вот туда. Вот туда. Назад. Да нет, вот по огню он как раз вот куда-то сюда. Ну вот я вижу, куда-то вот туда. О, да, кстати, чат я сейчас выключу. Друзья, сейчас салют начнется, чата не будет. На экран выводить не буду, но сам я читать буду чат. О, даже слышно команды. Смотри, Ленка, можешь сюда смотреть камеру? Так, вид, но если будет слишком высоко, соответственно, я включу уже широкую камеру, будем на широкой камере смотреть эти бахи.
осталось ровно 10 минут, как по планам и обещали. 30 залпов из 12 орудий при поддержке легкой артиллерии. Сделали сегодняшний салют. Также вот видите, у нас Троицкий мост в цветах триколора сегодня подсвечен. У меня есть сумочка. Так, пока включу чат обратно. Получается, да? Продолжим общение. Игорь, да, благодарность принимается. Хотел сказать, что не стоит благодарности, но да, пришлось себя заставить выйти из дома, прогуляться. Вообще так-то погода ясная, но это не облака, это дым от салюта у нас на Петропавловской. Пока все здесь, напомню, на канале проходит конкурс среди подписчиков. В описании есть ссылка на видео, в котором проходит конкурс. Там есть все условия. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте у вчерашнего стрима второй части лайки, пишите кодовое слово в комментарии. И через неделю, в следующую субботу, 1 марта, скорее всего 1 марта, сделаем розыгрыш. Случайным образом случайный победитель получит кружку с символами города Санкт-Петербург. Итак, сейчас чуть-чуть постоим, буквально 10 секунд, и пойдем в сторону Дворцового моста. Пойдемте. Или как пойдем обратно? Обратно на Василиостровскую или... На сам сайт продавца? Жена моя. Я говорю, как пойдем? Ну, до Адмиралтейства. Ну, пойдем в ту сторону. А там подумаем. А может, по Невскому прогуляемся до канала Грибоедова. На гостинке сядем. Так что давайте пока пойдемте в сторону Дворцового моста. Сделаем здесь полукруг вокруг стрелки. Вокруг стрелки. Не знаю, как правильно. Пойдемте по свету, по освещенной части. Так, надеюсь, 43 минуты. Так, запитаем батарейку. Подключим Powerbank. Так, ладно, тут какая-то группа людей не движется. А мы будем двигаться. На фоне факела? Это что за богохульство? Факела, говорит, на фоне. Ничего себе. Как он посмел, да? Давайте, кто так напишет еще в комментарии. Я только за, хотя у нас 23... Да, друзья, мы моя традиционная прогулка трехчасовая сегодня, не то чтобы под вопросом, но вряд ли она состоится. Так что мы давайте еще полчасика пройдемся, в сторону метро. Зачем терять времечко? Зарядка батарейки есть, настроение хорошее. Салют был прекрасен. Залпы из орудийных орудий были душепродирающие. Конечно, чуть шапку не срывало, буквально. Кто знает, что за здание белое с колоннами, какая его судьба и будущее предназначение, поделитесь в чате, можете в комментариях. Да, всем привет. Правда, салют уже прошел,
А вы все привет. Видите, тут как бы нет сильного желания сейчас рваться к метро, потому что все рвутся, да, все рвутся к метро, и желающих без нас много, поэтому на станции метро Адмиралтейская будет сейчас просто толчья. Поезда, которые будут приходить пустые, уходить-то будут переполненные, конечно же. Наверное, ФСОшники стоят в БМВ. Интересно. Вот это пламя, конечно. Мощь. Мощно. Биржа. Но сейчас же не биржа, правильно, Роман? И у нее в современном мире какое-то есть, наверное, или планируется предназначение и использование. Кстати, смотрите, да, Дворцовый мост тоже в триколор подсвечен, как и Троицкий. С той стороны это вот здание у нас Эрмитажа. Он состоит из нескольких дворцов. И вот по Дворцовой набережной там гайцы ездят, разгоняет народ. Потому что во время салюта там Дворцовая набережная перекрывалась от движения. Оп, Светлана П. отправила спасибку. Спасибо вам взаимное в ответ за поддержку. Так, и Алена Омск тоже еще раз с праздником нас поздравляет. Очень приятно. Очень интересно, кстати, кто-то идет со стрелки на ту сторону. QR-код пропал. А сейчас появится, нет? Сейчас, подожди. Дойдешь. А там сильная задержка? Да? Я не понимаю. Мне не появился. Так, у нас QR-код пропал QR-код. Ищем, восстанавливаем. Ну, если не появится, то и ладно. Все ссылки, друзья, есть. А, появился. Но все равно все ссылки есть в описании, как... О, ничего себе, Дворцовый мост тоже перекрывали. Ага, давайте, какой этот еще из дней будет возможность пройтись по Дворцовому мосту. Конечно же, сегодня. Плюс у нас флаги всех родов и назначений войск здесь на мосту. Рэй Джонс, how are you? I am fine. Не скучай, друг. Лучше приезжай. Камбэк. Немедленно.
Там что-то чат, да, тупит, нет? Иду по Дворцовому мосту, не по пешеходной части, а прямо вот посередине. Сейчас мы с вами окажемся в месте наивысшей точки моста, двух створок, которые разводятся. Будет интересно, кстати, я вам покажу, как провода, если видно будет. Вот смотрите, сейчас вот эта линия разрез, это две створки, которые у нас поднимаются. Вот, и даже здесь провода, они не смыкаются. То есть трамвай, проезжая, у него рога перескакивают. Так, я смотрю, здесь, в принципе, перекрыто вплоть до Дворцовой набережной. А нет, уже гайцы выезжают, начинают всех загонять в стойло. Говорят, идите-ка это на пешеходку. Харе тут шататься. Ну ладно, нам и этого хватило. Так-то. А там ветер задувает, нет? Пешеходы, поднимаемся на тротуар, сейчас движение будет пущено. Поднимаемся на тротуар с проезжей части. Никогда не пройдут. Ой, я трамваи сказал, да? Троллейбусы. 9 пишем, 3 в уме. В общем, думаю об одном, говорю про другое. Каюсь. Ау. Хорошо. Я чувствую, что как раз он где-то в лицо начинает дуть. Какой трамвай на Дворцовом мосту? Ой, паника-то началась. Стример ошибся. Господи, надо об этом всем сказать. Вот вы серьезно? Нет, чтобы подсказать, поправить, но именно в доброй манере. Вы же что, вы как? Вы же с негативом. Вы же с подколочкой все это делаете. Так, здесь движение еще у нас не началось, поэтому мы сейчас спокойно переходим. Видите, у нас еще Дворцовая набережная свободная, никто по ней не ездит. Технику еще только-только, видите, разводят. Технику вот эту всю снегоуборочную специально загоняет, она как живой щит. Мало ли какой-нибудь дебыл на своей четверочке захочет протаранить толпу, дабы не дать ему это сделать. Вот у нас используют в Петербурге снегоуборочную технику. Ее загружают песком, снегом, водой, дабы утяжелить и усложнить маневры. Да, какая разница? В том-то и дело, что разница-то не в этом же, не суть. Суть в том, что провода, они, там, никакой электрик при разводе моста не ползет, их не рассоединяет. Вот и все. Дима Билан-Стар для вас, девочки, вы чё? Странный маневр, что-то не вон хотят вот эту дорогу перекрыть. Ты замерзла, что ли? Нет? Руки замерзли. А как ее перчатки? Иначе по стриму не покупать. А еще на электричестве самокаты, некоторые автомобили, у кого-то коляски, все на электричестве. А еще у меня тостер на электричестве.
и эскалатор в метро тоже на электричестве. Но тут есть некие споры насчет этого, насчет эскалатора. Возможно, там бабушки, которые внизу сидят, они педали крутят, там цепная тяга. Вот. Вы думаете, они что там, посажены, чтобы за вами следить? Ну, сдались вы им там, конечно. Они там сидят, педали крутят. Вырабатывают или электричество, а потом от этого электричества эскалатор работает, или они напрямую цепной тягой к траволатору, к эскалатору. Так, а что народ-то? Пойдемте через Дворцовую на Большую Морскую выйдем, через арку. Там нас пустят, я думаю. Хотя почему-то люди не ходят. Вопросики. Ну там что-то как будто... А, да, вообще мы через Дворцовую не пройдем. Я вот даже думал сейчас на Певческий мост пойти, а мы там не окажемся. А что за это дискриминация? А очень странно. А что такое? Ну ладно, нам не оставили выбора. Нам придется пойти прямо сейчас на Невский, выйти, смешаться с толпой. Так не, Роман, как бы я как сегодня вещатель альтернативного вселенной Петербурга, я ровно так не то чтобы думаю, я в этом уверен. В Ташкенте плюс 20. Вы там, наверное, уже в Ташкенте картошку посадили. Мне тут одна ташкентчанка в лифте как-то сказала, что они в феврале картошку садят. Первый раз. Первый раз в году. Царь еще не уехал. А что, у нас Путин здесь? Ну слушайте, сегодня действительно очень много, даже вот здесь вот Росгвардия вон сейчас стоит. Век их тут не было. Много техники околовоенной. Что-то сегодня нагнали народу, да, стоят, скучают. Стоят, скучают. Можем им... Можем их повеселить. Но вот опять же, вот это угольное ушко всех загоняют сюда в начало Невского. А здесь очень узкие тротуары. И прямо не разойтись бывает. То есть поток в какую-то одну сторону должен двигаться, но так ведь не бывает. Ух, нифига себе, даже военные. Вон, ребята в касках. Вот это да. У парня отжимают самокат, электровелосипед. Ну точно, мы вот при таком количестве людей мы точно не пойдем на Адмиралтейскую. Мы сейчас здесь пойдем дальше по Невскому проспекту прямо. Как минимум до канала Грибоедова дойдем. Потому что, 100%, подождите, это вероятность, мои прогнозы, но 80% людей всего потока все сюда в Адмиралтейство идут. Но это точно. А чего вы тоже, что не сгоняет людей, типа идите на тротуар, когда у вас дорога перекрыта? И вот куда и людям деваться? Очень интересно бы знать. Хотелось бы. Ну просто если мистер Путин и салют смотрел, он где-нибудь от Медного всадника мог там у Конституционного суда стоять. Обойди лучше по Гороховой. Не, по Гороховой не пойду точно. Да здесь сейчас по Невскому пойдем уже прямиком и все. Мы в Адмиралтейство сейчас Адмиралтейскую не пойдем. Мы сейчас ломанемся к Гостинному двору, туда, к Грибоналу.
Ну, дорога-то перекрыта. Вот видите, вот пока мы шли, уже грузовики, вот только что вот они уезжают. Все, дорогу освобождают. Сейчас движение пустят, все нормально. Вы прелестны. Шутка. Шутка? Ну ладно. С праздником вас. Даже я не знаю, как прокомментировать, но вот веселые или увеселенные петербурженки в кадр врываются внезапно. Там где-то онлайн-камера сейчас стоит, да. Ну как, там онлайн-камера как минимум на пересечении с Садовой улицей имеется. Ну и так, в принципе, если вы погуглите, где-то у Казанского собора онлайн-камера есть. Онлайн-камер там много, только они то работают, то не работают. Для кортежа. Да нет, тут кортежа-то, я думаю, все уже не будет. Да и не было кортежа. Все-таки не думайте вы уж совсем-то так плохо о власть имущих. Все тут нормально. Все, безопасность должна быть безопасной. И вот это все. То, что вот здесь, да, Большая Морская сейчас перекрыта была. Арка штаба у нас перекрыта, улица перекрыта, на Дворцовую площадь было не пройти. Вот тут вопросики, почему, кого защищают. Боятся, что опять телеграф возьмут, почту. Но кому они нужны-то? Некому брать, некому. Вот спрашивают в чате, теперь Горный институт самая глубокая станция метро. Так ли это? Но, по-моему, не так. Там особо... Википедию еще не обновляли. И там, если Википедию обновили, то проверьте. Но там действительно выход из-под земли на Горном институте, он очень замудренный, очень тупой. Там где-то едешь на эскалаторе, потом где-то поднимаешься ногами на ступенькам просто. И думаешь, что уже выход, а оказывается не хера. Давай-ка еще пошагай чуть-чуть. Вот. Такой-то выход там. Ну и вот я, когда там был крайний раз, там связи не было. Там на станции метро Горный институт не было связи. Ни Wi-Fi, ни GSM не ловил нормально. Так, да, всем, кто... Салют был полчаса назад. Тут спрашивают, салют во сколько? Перемотайте на полчаса, и там будет салют. По Москве был 21:00. По хронометражу стрима был через полчаса от начала стрима. Так что вот как-то так, разбирайтесь. Сейчас мы уже после салюта со стрелки Васильевского острова идем, прогуливаемся по Невскому проспекту, по Морозному Невскому. Идем в сторону Гостиного двора. Сейчас пройдем мимо Казанского собора, канала Грибоедова. Всех достопримечательностей, дворцов всяких Строгановых, Белозерских, Белосельских, там еще какие-нибудь фамилии на слуху, возможно.
Когда следующая прогулка? Так, Саня, скажу тебе, все прогулки, ну, тебе скажу, отвечу тебе, а скажу всем. Все стримы плюс-минус, ну, по выходным, но и по выходным тоже спонтанные. Я, если часто, ну, не планировал салют снимать. Ну, например, был вчера стрим, около 3 часов, там по технической причине села батарейка. Стрим прервался и пришлось его разбить на 2 части. Так, там зеленый светофор. Давайте здесь сейчас перебежим. Успеем. И тут постоим, уличного музыканта послушаем. Получается, наверное, не успеем перейти. Ой, цыгане, что ли? Нет? I used to be shot alone when I was able to believe broken man that I don't know won't even stand and able to leave my soul between what we're chasing when about him what it makes me what we can't get shit and embracing the same on the need to the place where I see my one time again. Какая-то вот такая вакханалия молодежная, скажем так. В принципе. Что, это Måneskin, по-моему? Да, Måneskin группа изображают. Улица Большая Конюшенная. На этой самой Большой Конюшенной самая разрекламированная пышечная, но вчера, кстати, нам Александр из Мурманска подсказал еще одну хорошую пышечную в районе Стенной площади. На берегу канала Грибоедова. Адрес даже скажу, не рекламы ради, а для вашего удобства лишь. Набережная канала Грибоедова, дом 56-58. Пышечка называется. Пышечка. Заходите, если будете на Стеной, туда. Невский 22-24. Лютеранская церковь святых Петра и Павла. Действующая. Так что, если есть католики и лютеране, вперед. Ну и почти напротив Казанский собор. Православный храм. Вчера про него говорил на стриме. Колоннада с северной стороны. Ну и еще по проекту такая же колоннада должна была быть с южной стороны собора, но денежков не хватило. YouTube мне оповещает о стримах. На самом деле не знаю. Если что, все анонсы и оповещения есть в телеграм-канале. Вот как только я знаю, что придумываю, что я иду стримить, я делаю заготовочку на YouTube и в ВК и сразу же ссылку кидаю в телеграм-канал. Так что подписывайтесь в телеграм-канал. Там помимо анонсов и ссылок на видео публикуются всяческие интересные фото и текстовые информация о Петербурге. И ты посмотрела без улицы, шагаешь босиком по улице. И если никто не поступится, то все непременно сбудется. И ты словно мокрая улица, шагаешь босиком по улице. И если никто не поступится, то все непременно. Всем привет! Сегодня не виделись, я уж решил показаться. А то все что-то салют, люди. Всем привет! Даже в такой мороз все равно умудряются играть. Как у них пальцы не отмораживаются? У меня вопросы. Мама поцелуй, пофигу, льется тишина, мы сошли с ума.
Проходим здание Зингера. Черт, не видно купола, точнее глобуса. Но дом книги виден. Видны эти шикарные окна. Видно, что кто-то там в кафешке сидит с видом на Казанский собор. Так, что у нас зеленый светофор, надо успевать. Бежим, успеваем. Херли. Тут еще мерзнуть. Один раз. Мы на канале Грибоедова. Слева у нас вдалеке Спас на Крови. Справа здание первого ассигнационного банка. Банковский мост. Так, бежим. Чего? На экскурсию бесплатно? Ничего себе. Что за аттракцион невиданной щедрости? Вдруг откуда ни возьмись появилась чудо-юдо. Рыбакись. Чего? Мерзнем? Так, что мы пишем? Я отвлекся от чата, друзья, извиняюсь. Питер, привет из Вологды, Вологда. Да. Работает Вологодский ОМОН. Да, всем из Калининграда привет. Здесь прямо на Невском фирменный магазин Калининградского интарного комбината. А какой мороз? А что у нас сегодня по морозу? А сейчас что пишет? Сейчас обновим информацию. Так, кто-то у нас подписался. Так, пишет, что -2 ощущается как -4. Но и при всем повышенная влажность и местами сильный ветер. И вот эта вся совокупность природных явлений дает достаточно такое холодное ощущение. Промораживает, выстуживает. В Ставрополе -15, снег идет. Но это зима. Зима цепляется еще за остатки февраля. Но что, у нас март уже. В следующую субботу, 1 марта, первый весенний день, первый весенний месяц. Мы надеемся, что все-таки какие-то весенние признаки потепления появятся. И, по крайней мере, мы точно здесь, в Петербурге, уже чувствуем тепло солнца. Если хоть солнце-то и появляется вот эти один день в неделю, оно греет. Солнце уже греет. Чего, до гостинки и все, или? Сколько у тебя сил осталось сегодня? Ну, у меня там много сил, а ты? Пойдем, говорил. До Восстания, друзья, как вам? Как вам план Капкан, дойти до Восстания? До площади Восстания, Московский вокзал. Пройдем через бьют куранты в Думской башне. Да, было просто парочка диндонов. Но они же до 9 не работают, но а так было бы интересно. Ага, смотрите-ка. Лайфхаки, друзья. Идете на смотровую площадку на Думской башне. Она работает до 10. Вход, по-моему, рублей сколько? 500? 400? Чем мы платили? Рублей 500, грубо говоря. И за 500 рублей с Думской башни смотрите салют. Как вам?
Ну, это вот когда, если вам совсем все наскучило, приелось, и вам хочется чего-то новенького, попробуйте такой вариант. План «Ураган». Поддерживаем. Ну, окей, мы так уже в прошлый раз с салюта возвращались, да, по-моему, я как-то долго шел обратно. Ну и повторимся, чё, господи. Сейчас где-нибудь перейдем на противоположную сторону Невского проспекта, потому что мы по этой уже ходили. Я пойду по правому берегу Невского, по нечетной стороне. Сейчас вот мы идем по четной, левая сторона четная, пойдем по правой нечетной. Да слушайте, ну, я не то, что вы там поспорю, для меня это не расстояние. Но это только для меня. Жена, может, меня потом побьет. Когда замерзнет. Она когда замерзнет, будет слаба, но дома отогреется и побьет. Когда у меня кончится чай. Да, у нее сегодня допинг. Маленький термос с горячим чаем. Так что она пока держится. Буквально на морально-волевых и горячем чае. Так, вот это длинная. Бельведер Палас пишет. Недавно поднимался на балюстраду Казанского собора за 300 рублей. Не рекомендую. Лучше Думская башня за 500. Подождите. Вы поднимались на балюстраду? Не на колоннаду, а на балюстраду. Это которая штукаленция над колоннадой. Казанский? Господи, я с Исаакиевым опять. Хорошо. А на Казанском, оно же, господи, понятно. Думская башня, самая высокая точка здесь, в районе Гостиного двора. На Казанском та балюстрада, там поднимается только на одно крыло, вот это, над колоннами. И, конечно же, эта высота вообще не высота. Там оттуда ничего и не видно, насколько я помню и представляю себе. Конечно, надо идти на смотровую Думской. Уже следующая, самая высокая, вот там в округе, только Исаакиевский собор. А еще следующий, это, наверное, будет звонница Смольного собора, гостиница «Азимут» в районе, господи, ну хорошо, технологический институт, так назовем это, между Техноложкой и Балтийским вокзалом. Мы сейчас, кстати, в подземном переходе идем под Садовой улице. Приходится идти по нему, потому что над землей не преодолеть дорогу. Так уж здесь организовано движение. Вот. И в районе Малой Садовой, напротив магазина купцов Елисеевых, мы перейдем дорогу к Катькиному саду и пойдем по нечетной стороне Невского проспекта. Это я проговариваю для себя, потому что я пока говорил, я сам забыл этот план. Салют был, да. Салют. Ценник растет. У меня последняя информация про подняться на Казанский. Это 250 в составе экскурсии. Да. Ну вот так вот, уже 300. Как это называется? Индексируют согласно инфляции. У меня салют видно с 14 этажа в Стрижах. ЖК возле метро Ломоносовская. Не весь, правда. Только я вам больше скажу. Раньше салют я видел из Мурина. Я вот вон так скажу. Из Мурина было видно салют, который на Петропавловке. По прямой там расстояние, по-моему, всего 13 километров. И там с верхних этажей домов, которые выходят на город,
Так, вот такие вот у нас тут уличные музыканты барабанят и колотят. Так, переходим в Невский. Так вот, из Мурина с биноклем видно салют. А если не верите, у меня есть видео. Я могу даже выложить его в телеграм-канале. Добрый вечер из Италии. Ничего себе, белиссимо. Por favor. Мамма мия. Ой. Так, у нас здесь начинается Аничков дворец. Все знают Аничков мост. А что такое? Почему? Не мостом единым, господа. Аничков мост был при Аничковом. И я ударение правильно ставлю. Вот. Спрашивают, что за флаг рядом с флагом России. А чё? А если я вам скажу, что флаг Советского Союза, вы что, мне поверите? Сейчас покажу поближе. Это флаг Санкт-Петербурга, друзья. Видите? Герб на красном фоне. Это флаг Санкт-Петербурга с гербом. Так что, если есть возможность, загуглите флаг Санкт-Петербурга, и там вам во всех красках, подробностях в Википедии напишут, что на нем изображено, а может быть даже и изображено. Красивенько на Невском, подсветка под стать городу. Но я про Аничков дворец все говорил. Вот он, такой неказистый, обыкновенный, как будто бы доходный дом. Но нет, здесь потолки, наверное, метров по 5, по 6. Плюс вот всякие там конюшни, манежи, другие флигельные здания внутри были. Великих князей или для князей было сделано. Сейчас там детский дом творчества, так назову это. Не помню, как правильно расшифровывать. Ну, короче, юнаты там сидят, юнатствуют. Всех с праздничком, да-да-да. И поддерживаю, и присоединяюсь. Там еще чай есть? Да. А можно я глоточек сделаю? У меня тоже есть сок. Я уже язык обжег. Хороший термосок, да? Держу долго. Вот, у нас с собой такой кружка-термос. Буквально на одну большую чашку. И очень хорошо с горячим чаем. Ну, туда можно же не только чай и не только горячий наливать. Но все будут думать, что у тебя чай. Дело вкуса, да, конечно, все фломастеры на вкус и цвет разные. Тут не поспоришь. А еще не поспоришь про политику, религию и вкусы. Вот о чем спорить бессмысленно. Так, тут вот есть памятная табличка, что памятник архитектуры 19 века, построена 1803-1809 года, архитектор Кваренге, перестроена 1885 год. Да, не-не-не, на самом деле у дворца центральный фасад на Фонтанку не выходит. Я сейчас вам покажу, что выходит на Фонтанку, но это не
фасадная часть дворца, к сожалению. Дворец будет за этим двухэтажным зданием с колоннадой. Это технические сооружения, которые на Фонтанку выходят. Сопутствующие, то есть вот это не дворец, и он никакой связи с дворцом, а дворец внутри, за ним. Ну или Бельведер Палас, поправь меня, пожалуйста, если я не прав. Так, что, Белосельские, Белозерские встречают нас со своим дворцом. Почему-то раньше, когда-то давным-давно, я думал, что вот это Аничков это дворец. Но как я ошибался, да? Мы можем через дворы выйти на Рубинштейна. Но не сегодня, ладно. Надо пить чай с ромом. Нет, с ромом надо пить колу. Чай будет с сахаром. Так, тут люди тоже путаются, где Аничков. Поэтому я думаю, у меня работы никогда не убавится. Ну, я имею в виду в просветительском плане. Масяня вспомнилась. Масяня, кстати, да, великолепнейший петербургский персонаж. Штакеншнайдер. Да. Это да, серия про экскурсии, там, где Масяня экскурсии вела автобусные, по-моему. В этом дворце жила родная сестра жены Николая II. Да все они там жили, конечно. Тут куда ни плюнь, то дворец. Чей-нибудь. Вот знаете, вот эти вот великородные особы, которые приближенные к Романовым, те же Юсуповы, это просто весь город в их дворцах. Даже здесь, на Невском, и то там, вот после Литейного-Владимирских проспектов будет, да, там княгини Юсуповой дворец, в котором сейчас дом актера находится. Так, направо, вот у нас тут точка опоры, это точка вкусная точка. Направо уходит улица Рубинштейна, наш любимый Рубик. Или где будем? На Рубика. Ресторанная улица, Синяя улица. На туристических картах Петербурга. Зимой, конечно, она пустует. Но в теплое время все заставлено. В поэтический клуб попасть бы, кто-то пишет, но скажу я вам, поэтических клубов не один. Да, дом актера, но поэтический клуб же, господи, там... Чего? Сейчас, смотрите, я пока ехал на Салют через метро. В метро ко мне подошла мадемуазелью. Когда-нибудь зайдем, спасибо. Меню по себестоимости, это как? Это продукты с помойки, что ли? Короче, сейчас покажу вам. В метро подошла женщина и давай мне всучивать свои проспекты и распечатки. Вот, Марина Пахомова. Она пишет стихи.
Пишет стихи, вот тут можно почитать, давайте познакомимся. Стих про себя, книги, вот у нее есть «Сожжение на костре», «Хочу жить», фортепианные романсы, песни, в том числе для русского флота. Вот еще проспектик, Марина Пахомова. Такая в возрасте женщина. Ну вот, видно, что пенсионерка. Так, сейчас я вам даже визиточку ее покажу. Кто любит поэтесс, просто в метро. Я ждал вагон метро, вагон-состав метрополитена. Она просто подошла с вопросом, люблю ли я... Да не надо. Вот, люблю ли я... Как она спросила? Ну, короче, люблю ли я стихи? И вот, пожалуйста, если что, друзья, ВКонтакте, Марина Пахомова, сообщество ВК. Вот, там аж 2 визитки, саморучно сделанные, разрисованные, раскрашенные. То есть человек заморачивается и, ну, пытается как-то себя продвигать. Что тут еще написано? Ведет какие-то лекции, вот я не знаю, что это. Так. Рутюб, диалоги о культуре и политике. Господи, на что я вас это подбиваю. Так что вот, про творческие личности, про поэтов. У меня у самого лично есть знакомство, прорекламирую друзей. ОПГ подельники. ОПГ такое вот у них. ОПГ подельники. Современные молодые поэты. Рома Гонза, Ваня Пинженин, Андрей Некрасов. Девчонки там с ними. Юля Вильянин уехала в Германию, конечно, жаль. Ой, Ирина, забыл фамилию. Волынская. Много. Все сбиваются по интересам. Вот, как раз через дорогу желтое здание с этим портиком колонным. Или что это, как это называется. А это вот Юсуповский дворец, один из. В нем дом актера находится. Не, я язык-то правда обжег. Сейчас так идет только. Так, мы уже, значит, прошли Владимирский проспект. Впереди у нас там улица Маяковского, станция метро Маяковская, это спуск на Зеленую ветку, но мы пойдем до Восстания. На Восстание будем спускаться, так что до самой площади дойдем. Посмотрим на Стеллу, посмотрим на Московский вокзал. Практически точную копию Ленинградского вокзала в Москве. Интересная такая, конечно, задумка архитектурная была. Железная дорога связывает два города, Ленинград и Москву. Строят два практически одинаковых здания вокзалов. И получается, ты как будто бы вот на вокзал зашел, и как будто бы из него же и вышел, только в другом городе. Такой портал. Портал в этом мире земном. Итак, пока нас еще много на стриме, в очередной раз напомню, что на канале проходит конкурс среди подписчиков. Ссылка на видео про конкурс в описании. Там надо поставить лайк, подписаться, написать кодовое слово. Все там в видео есть. Подарок кружка с символами Санкт-Петербурга.
будет разыграна, скорее всего, 1 марта. Где написать-то надо? Написать под видео по ссылке. Так, часы на Невском проспекте, чтобы мы не потерялись. Часы ходящие, показывающие даже правильное время. А Целое ведро мидий. раньше здесь эти были. Шаверма с клюквой, которая, как они назывались? Пита? Пита. Проходим кинотеатр художественный. Вячеслав, да, салют был в 9 по Москве. Мы начали в 8:30. Соответственно, салют по хронометражу в 30 минут от начала стрима. О, смотрите, какой прикол. Крыша. И у кого-то на крыше терраса с огоньками. Ну не классно ли? Считаю, что классно. Видела? Так, вот уже один вход. Значок у нас в метро Маяковская. Оп. Но нам надо дойти до площади Восстания. Так, что у нас здесь? Улица Марата начинается. По моему мнению, широченная, бесполезная улица. Ну как, полезная, но бесполезно широченная. А вот там впереди экран горит, это уже площадь Восстания. Так что все рядом, все близко. Артем пишет, что вроде бы сегодня музеи бесплатные были. Скорее всего, нет. Все музеи бесплатными не были. Возможно, бесплатный был вход в музей артиллерии, что за Петропавловской крепостью на Кронверском проспекте. Вот музей артиллерии 23 февраля бывает бесплатным. Это подтверждаю. Возможно, в этом году тоже такое было. Возможно, военно-морской музей эту идею подхватил. Но вот это уже не точно. Ну и у нас уже конец дня, так что было, то было. Что поделать? Сегодня? Так, вот мне подсказывают, что Эрмитаж был бесплатный вход сегодня. Но там, по-моему, так просто не придешь, надо записываться было, нет? Ну, то есть, смотрите, бесплатный вход в Эрмитаж, но ты должен был записаться, тебе должны были выписать бесплатный билет. То есть, да, вход бесплатный, но билет у тебя должен быть. И просто так прийти и думая, что ты сейчас посетишь Эрмитаж на халяву, нет. Это все-таки чревато тем, что будет
перенаполнено, и все. Тебя просто в этом, как это называется, как это по-русски, в гардеробе просто не повесят твою куртку, и все. А с курткой в сам Эрмитаж тебя тоже не пустят. И ты будешь в гардеробе стоять и тупить. Хотя ты можешь стоять и тупить в гардеробе и с билетом. Ты же можешь до гардероба подойти без билета. Я так делал. Конкурент прошел. Догнать. Что вот он делает? Что? Вот куда вот этот вот жопа, вот это вот в армейской куртке бежит? Он думает, что его не видно. Он думает, его не видно, да? Ну вот его так и собьют. Здесь зебра в 20 метрах. Это бессмертные люди. А, идет дальше, хромает. Я инвалид, ножка болит. А Невский мы перебежали. Нормально. Лаунж-бар. Ёлки-палки. Правда, оттуда выпадают какие-то не совсем адекватные люди. Ой, карета. А в том-то и дело, что тут не сколько заморочек, а сколько, ну зачем вы поползете в Эрмитаж или в какой-нибудь музей, ну да, бесплатно, но не такие великие деньги. Если вы даже здесь приехали в Питер, ну, на экскурсии, вот на вот это все, ну, явно вы запланировали там какие-то денежки. Если вы один, вы вдвоем, в принципе, это не так накладно. Если вы там с семейством, ну, наверное, да, но и мучиться в этих очередях стоять, это кошмар. Проще, действительно, если есть возможность, в любой другой день, когда нет этого ажиотажа, просто сходить в музей. Итак, Московский вокзал, пожалуйста. Стелла Победы, пожалуйста. Гостиница Октябрьская, пожалуйста. Город-герой Ленинград, здравствуйте. Вход в метро, площадь Восстания. Когда-то здесь была Знаменская церковь, площадь имела имя тоже Знаменской. Вместо стеллы стояла фигура на коне, Александр III на коне, бегемот. Ну и что, Лиговский проспект, когда-то это был Лиговский канал. Мосты через Лиговку, вот это все великолепие. Ой, друзья, с этим прекрасным видом и фразой «Город-герой Ленинград». Ты в кадр? У меня жена в кадр сама лезет, сама. И так ее не затащишь, ведь бывает. Друзья, такой был сегодня салют в честь 23 февраля, День защитника Отечества. Удивлюсь, а может быть и нет, если на 8 марта тоже салют устроят. Нет, не устроит. Друзья, вы на канале Откройте Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Я Роман, прощаюсь с вами сегодня. До скорых встреч, подписывайтесь. Если подпишете, нажмете там на колокольчик на YouTube, тогда будут оповещения. Поэтому не говорите, что нет оповещения. Оповещения бывают. Также стримы дублируются вот сейчас ВКонтакте, в записи на Рутюбе и в Дзене. Если вы смотрите на Рутюбе, в Дзене, вы в записи. Все, всем пока, всем спокойной ночи. Мы добираемся домой. Хорошей вам легкой недели. Скоро весна, скоро тепло. Ага. Люби меня, люби. Все, пока-пока. Ярким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Вы лучшие, друзья. Все, пока-пока.